От пациентки, 2018 год. С 50,5 злокачественное образование нижненаружного квадранта правый морф. Диагноз, 8500/3. Инфильтрирующий протоковый рак. Гистология, инвазивная карцинома неспецифического вида G2. Наибольший размер представленной части 0 см 8 мм. Компонент инсита по типу CIST-G1. Васкулярная и невральная инвазия не выявлена. Положительный хирургический край 1 край по росту опухоли. Оценка экспрессии рецепторов в инвазивном компоненте опухоли, HR-0. А больше чем 90. PR больше чем 90. KI 67-1. Инвазивный рак молочной железы неспецифированный. Т1Н0М0. Лечение, секторальная резекция мж-грудь сохранена, внешнедистанционное облучение гамма-терапия лучевая, гормоноиммунотерапия тамоксифен 20 мг с 2018 по 0,7,2023. Отмена. С 16 июня 2020 года по 26 июля 2023 года. Заладикс 3,6 мг, 1 рубль. В 28 днях. Отмена. 17 ноября 2023 года. Попала с кровотечением в больницу. Провели гистерорезектоскопию, высокий рост эндометрия. 17 ноября 2023 года. Гистология в норме. Подключили снова Заладикс 3,6 мг, 1 рубль. В 28 днях. Принимаю по сей день. Назначен постоянно либо рекомендация удалить яичники с маткой. Обследование проходило регулярно, УЗИ МШ и МТ, контроль ВПЧ, цитологии по гинекологии. На УЗИ МШ обычно ставили кисты. Обследование проходило регулярно, УЗИ МШ и МТ, контроль ВПЧ, цитологии по гинекологии. На УЗИ МШ обычно ставили кисты в период зима-лето 2024 год. Был удар лапой 2-3 раза в левую грудь крупной собакой. УЗИ МШ 26 августа 2024 года. Преимущественно в наружных квадрантах с вторых сторон визуализируются единичные мелкие кисты до 2 мм с гомогенным содержимым. Наибольшая киста в наружном квадранте левой молочной железы размером 6,2 на 3 мм, с гомогенным содержимым. Маммография 11 октября 2024 года. Образование верхненаружный квадрант. Неправильной формы, размера в двух проекциях 0,37 см. Контуры нерезкие, асимметричная плотность ткани железы, структура неоднородная. Кальций-наты не определяются. Диагноз Байрац, трехвероятнее доброкачественное образование. Наблюдение. Переехала в другой регион октябрь 2024 год. На протяжении месяца начали наблюдаться неприятное ощущение, иногда боль небольшая, иногда как будто печет в левой груди, в общем дает о себе знать больше, чем обычно. Не критично, но имеет место быть. Уже думала на невралгию. Пошла к гинекологу-маммологу 8 января 2025 года. УЗИ МШ фиброзно-кистозная мастопатия. Единичное анахогенное образование диаметром 3-4 мм с четкими ровными контурами, слева в наружном квадранте неоднородное диаметром 7,7 мм. Кровоток не определяется. Лимфоузлы увеличены до 16 мм. Очаговое образование левой мшкиста воспалением. Байрац-3. Врач навыдавливала выделения из мш, так сама я не замечала их. Сдали на цитологию. Цитология от 10 января 2025 года. Справ. И левый мш, бесструктурные массы С1. Маммолог настаивает на удалении образования. Сделала МРТ с контрастом 10 января 2025 года. Прикрепляю запись. Посмотрите, пожалуйста, я согласна даже на консультацию платную онлайн и при необходимости прилететь к вам на прием. Помогите только, пожалуйста. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 35 лет, дата исследования 10 января 2025 года. Область исследования – молочные железы симметричные. Кожа и подкожная жировая клетчатка желез не утолщены. Соски не втянуты, признаков лимфангита не выявлено. Тело молочных желез представлено преимущественно жировой тканью.
Структура железистой ткани обеих молочных желез неоднородная за счет фиброзно-тяжестых участков и уплотненных долек. С обеих сторон, больше слева, визуализируются немногочисленные простые кисты диаметром до 7 мм. При контрастном усилении после внутривенного введения парамагнитного контрастного вещества на границе верхних квадрантов на расстоянии до 29 мм от соска, 25 мм от наружных отделов кожи, левой молочной железе определяется неправильной округлой формы четко очерченная зона размерами 7/5, умеренно неоднородной структуры, интенсивная накапливающая контрастирующий препарат. Заключение. МР картина васкуляризированного новообразования левой молочной железы BI-RAS4A, кист обеих молочных желез. Рекомендована консультация маммолога. 15 января 2025 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, слева на границе наружных квадрантов есть небольшое образование, которое активно копит контраст. Судя по всему, ранее его не описывали, значит его и не было. Тут нужна консультация маммолога для определения дальнейшей тактики, но образования, которые копят контраст, всегда плохо. Вопрос пациентки. Спасибо. На маммографии находили что-то осенью 37 мм. Это оно же? И второй вопрос. Это рак? Или это может перерасти в рак? Какие ваши рекомендации, удалять сразу или брать биопсию? Ответ К.М.Н. Котова М.А. Сложно сказать, оно это было или нет. Я бы рекомендовал удалить, но этот вопрос нужно обсуждать с маммологом.